Сирень будлея. Разновидности и особенности выращивания. Название будлея мало кому известно, хотя на самом деле под ним скрывается знакомая всем летняя сирень, прекрасный ароматный куст, который многие садовники любят за его красочные цветы и сладкий запах и способность привлекать пчел, бабочек и других опылителей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ну и оставляйте комментарий. Кустарник широко распространен не только на юге нашей страны, он произрастает по всей территории Северной Америки и является там одновременно проклятием и благословением. Все потому, что размножается будлея очень быстро, благодаря семенам заполоняя все вокруг. Со временем селекционерам удалось получить несколько неинвазивных гибридов этого растения. Южноамериканский сорт был введен в 1774 году. Тогда и появилось название будлея Давида. Этот красивый, быстро растущий полувечно-зеленый многолетний кустарник обычно вырастает несколько метров высотой. Его крона открытой сводчатой формы. Молодые стебли растения пушистые, а листья некоторых сортов имеют привлекательную бархатистую текстуру. Размер, форма и оттенок листвы сильно различаются от одного вида к другому и варьируются от 7 до 12 см в длину. Окраска может быть как темно-зеленой, так и серовато-зеленой, иногда светло-серебристой. У разных сортов и цветы по окраске бывают ярко-белые, кремово-желтые, желтые, розовые, красные, синие, сиреневые и темно-фиолетовые. Кусты цветут обильно в начале лета и осенью и привлекают птиц и бабочек своим ароматом. Цветки напоминают длинные шипы, собраны в небольшие группы. Будлея растет энергично на любом типе почвы независимо от уровня кислотности и может выдержать любые погодные условия. Кустарник любит солнце и рыхлую почву и является зимостойким, поэтому так распространен по территории нашей страны. Это одно из первых растений, которое начинает цвести и радовать своим ароматом после холодной зимы. Будлея Давида выживает даже там, где очень холодно, зимует без мульчи, хотя садоводы советуют сажать ее в местах, защищенных от северных ветров и холода. Безудержный рост делает будлею нежелательным в некоторых областях. Многие страны внесли в список будлею как инвазивный вид, который не стоит культивировать, но обрезка может удержать растения под контролем. Если позволить цветам превратиться в семена, то их быстро и в огромном количестве разнесет ветер. Они могут лететь на километры и упасть в воду, чтобы перенестись еще дальше от родительского растения. Когда семена попадают в почву, 80% из них прорастают очень быстро. Большинство таких кустарников смогут произвести новые семена уже в первый год, отсюда и бесконтрольность размножения кустарника. Будлея также легко размножаются от черенков и от корней, поэтому когда она укореняется вдоль воды, может легко стать природной защитой от наводнений. Из-за природы растения очень трудно сдерживать его рост. Когда семена не прорастают сразу, они могут оставаться жизнеспособными в течение 3-5 лет. Если срубить одно дерево, корни активируются и скоро на этом месте появится целый лес. Не поможет даже если убрать центральные корни, поскольку от боковых побегов тоже могут появляться новые деревья. Растение выдерживает плохую почву, засуху и многое другое, поэтому можно предположить, что им хорошо засаживать бесплодные районы, где больше ничего не растет. Однако будлея захватывает территорию целиком и полностью и мешает другим видам развиваться. Есть несколько способов, как можно контролировать процесс роста кустарника. Семенной контроль. Нельзя позволять цветам созревать до состояния семян, обрезая их раньше. Контроль рассады. Появляющиеся побеги нужно не вырезать, а просто скашивать. Это их не убьет, но будет удерживать от дальнейшего роста. Если посыпать землю вокруг тяжелой мульчей, то молодым кустарникам будет сложно пробиться. Применение гербицидов. Можно использовать такие продукты, как Roundup, для контроля растения. Распыляют средства на саженцы, как на любой сорняк. Чтобы избавиться от зрелого растения, обрезают его под корень, затем намазывают поверхность пня Раундапом. Виды и сорта. Выбирать куст для оформления ландшафта придется среди многих привлекательных вариантов. Существует также большое количество гибридов и родственных видов. Среди наиболее востребованных сортов у садоводов считаются следующие. Black Knight. Кустарник широкий, с раскидистыми ветвями. В высоту может достигать 2 метров, ширина до 1,5 метра. Окраска цветков может быть как пурпурной, так и темно-фиолетовой. Nano Blue. Этот вид характеризуется обильным цветением, которое продолжается с конца июля и по сентябрь. Цветки яркие, пурпурные, от куста исходит невероятный аромат. Royal Red. Демонстрирует в период цветения насыщенный красно-фиолетовый оттенок. Цветет с середины летнего сезона и отцветает в октябре. Empire Blue. Очередное растение пользуется популярностью за его очень яркий фиолетово-синий окрас. Flower Power. Сорт не может не порадовать оранжево-фиолетовым оттенком цветков.
Pink Delight. Этот вид считается одним из самых красивых, поскольку его цветы нежно-розового цвета. Черная ночь имеет соцветие глубокого темно-пурпурного оттенка. Это наиболее доступный сорт, который имеет самые темные цветы. Гвиневра демонстрирует в период цветения очень ароматные лилово-черные цветы в сочетании с сине-зелеными листьями. Розовый восторг. Эта очередная будлея производит большие соцветия чисто розового тона, листья серебристые. Белый шар. Карликовый вид с белыми цветами, которые радуют в течение всего лета. Независимо от климатических условий, летняя сирень всегда будет хорошо расти на участке и станет радовать своим цветением. Единственное, что может убить этот выносливый лиственный кустарник – сырая почва и недостаток солнца. Грунт должен быть рыхлым, хорошо дренированным, а место посадки большую часть дня освещаться солнечным светом. Будлея предпочитает кислотность 6-7 pH, но этот уровень не является крайне необходимым для здорового роста и развития куста. Растение практически не требует удобрений, может выживать в засушливом районе или там, куда часто приходят морозы. В самом холодном климате кустарник полностью вымерзает до земли, а с наступлением весны быстро оживает и радует новыми побегами и еще большим количеством цветов, чем прежде. Это растение не требует слишком много внимания, чтобы держать его в хорошей форме. Растения лучше всего растут при посадке в конце осени или ранней весной. Кусты требуют пространства. Большинство видов имеют размеры несколько метров в высоту и ширину. Всегда нужно давать растению дополнительную свободную зону вокруг. Выбирать участок для посадки лучше тот, где первую часть дня солнца, а вторую – тень, или наоборот. При посадке достаточно использовать хороший компост. Корневая головка должна находиться на том же уровне, что и поверхность почвы. Садовод должен обязательно соблюдать минимальное расстояние в 3 метра между кустарниками, иначе они начнут друг друга вытеснять. После посадки требуется тщательно поливать куст. Селекционеры вывели карликовые сорта, которые широко используются в ландшафтном дизайне. Они подходят для выращивания в контейнерах. По виду такие растения напоминают небольшие деревья с очень красивой и долго цветущей кроной. При посадке в контейнеры стоит соблюдать следующие требования. Выбрать горшок достаточно большой, чтобы он был способен удержать выращенное растение и вместить его корневую систему. Стоит убедиться, что контейнер имеет хорошую систему дренажа, поскольку в постоянно сырой земле летняя сирень расти не станет. Используют любую почвенную смесь, рекомендованную для контейнерных посадок. При помещении сирени в горшок ее корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Растение потребуется хорошо поливать, но не заливать. Выращивание будлеи возможно с одинаковым успехом как в Подмосковье, в Сибири, на Урале, так и в Ленинградской области. Процесс всегда выглядит одинаково, независимо от климатической зоны. Описываемые быстрорастущие цветущие кусты с красивыми цветочными шипами не нуждаются в регулярном уходе. Но несколько правил садоводу придется соблюдать. Удобрять растения перед зимовкой. Убирать цветы до того, как они превратились в семена. Держать форму будлеи и соответствующий размер, обрезая края, чтобы избежать зарастания. Гусеницы едят листья этого куста, что может сказаться на потере последним внешней привлекательности. Если влияние насекомых минимально и не вредит растению, можно ничего не предпринимать, в противном случае опрыскивают кусты специальными средствами. Полив должен осуществляться регулярно, но не часто. Необходимо избегать использования слишком большого количества удобрений, поскольку они способствуют росту листьев, а не цветов. Не нужно пытаться пересадить куст из одной части сада в другую. Эти растения плохо справляются с пересадкой, но зато на старом месте появятся настоящие заросли. Всегда нужно контролировать появление прикорневых саженцев, чтобы убедиться, что будлея не начала распространяться на участке как сорняк. При необходимости обрезают их, но не вырезают и не выкапывают, повреждая корни. Эти выносливые, способные к адаптации кусты мало восприимчивы к заболеваниям и вредителям. Про гусениц уже было сказано, но они являются больше элементом системы питания и взаимодействия между разными организмами, чем вредителями. А вот на песчаных почвах будлею, независимо от сорта, могут мучить нематоды. В болотистых условиях развивается корневая гниль, которая убивает кусты. Когда наступает экстремальная засуха, летняя сирень привлекает паутинного клеща. В прохладном климате с длительными дождливыми периодами и в условиях постоянной сырости может появляться плесень.
Для борьбы с корневой гнилью необходимо изменить почву, добавить опилки, песок, вермикулит, чтобы облегчить и улучшить циркуляцию воздуха. Если климат засушлив, тогда можно использовать мульчу после полива, поскольку она прекрасно удерживает влагу в верхних слоях и не дает ей быстро испаряться. Именно по той причине, что будлея привлекает много полезных насекомых, важно использовать естественные средства для борьбы с проблемой. Масло нима – один из вариантов, который помогает в борьбе с широким спектром вредителей и болезней в саду. Обрезка до земли является еще одним возможным решением проблемы. Растение не погибнет, уже к следующему сезону быстро восстановится, будет обильно цвести. Удаление больных ветвей стоит проводить весной или летом. Кусты описываемого цветущего растения требуют редкого ухода, но обрезка ранней весной всегда приносит пользу. Она не позволяет будлее стать слишком высокой, потерять привлекательную форму, тем самым сохраняется компактность кустарника и его привлекательный вид. Если хочется, чтобы на следующий год было больше цветов, тогда стоит обрезать старые ветви. Процедура не представляет собой ничего сложного, поскольку убить растение чрезмерным удалением побегов нельзя. Напротив, потом их появится еще больше. Начинать обрезку стоит в марте, как только самые сильные морозы закончились. В первую очередь удаляют мертвые, больные, поврежденные или слабые стержни. Остальные потребуется только подрезать по длине, чтобы сформировать ровную рамку. В последующие годы можно просто сократить рост ветвей от предыдущего сезона, убрав до 2 пар бутонов. Поздняя зима или ранняя весна – лучшее время для проведения этой процедуры. Хоть такая сильная обрезка и кажется радикальной, на самом деле она несет особое значение для будлей. Нужно помнить, что, как и у акаций, безудержный рост делает кусты бесформенными, некрасивыми. Самые толстые ветви удаляют не секатором, а специальными ножницами. Для работы с кроной есть модели с телескопической ручкой, которая позволяет формировать куст без стремянки. Правильно обрезать куст очень важно. Те сорта, которые цветут в конце лета и осенью, должны получать жесткую обрезку каждый год весной. Под жесткой обрезкой подразумевают удаление побегов из предыдущего сезона. Отрезают их полностью. Однако, если хочется быстро увеличить размер кустов, сокращают ветки по размеру, но не полностью удаляют. В северных регионах зима может привести к гибели наростов. Основная задача новых побегов – произвести цветение тем же летом. Так и происходит с большинством сортов, но есть и исключения. Кустарник цветет в изобилии в летние месяцы и ранней осенью, поэтому используется для оформления ландшафтного дизайна. Особенно красиво смотрятся деревья в углах сада. Карликовые можно использовать в больших контейнерах в зимнем саду, на веранде, возле зоны отдыха. Кустам можно придать привлекательную округлую форму. Сделать из них высокую красивую изгородь или фон для естественного сада, засаженного большим разнообразием местных растений, которые могут обеспечить среду обитания для дикой флоры и фауны. Будлея будет хорошо расти по бордюрам, а вместе с тем станет служить прекрасной защитой от пыли со стороны дороги. Она великолепно смотрится, когда высаживается группами из сортов разного цвета. С растением отлично сочетается зеленый газон. Такой раскидистый куст может украсить клумбу в центре, но очень важно, чтобы соседи по дизайну были гораздо ниже будлей, тогда создается эффект падающего водопада из цветов. В ландшафтном дизайне все чаще стали использовать карликовые виды, поскольку они смотрятся более компактно и требуют меньше площади для роста. Их можно рассадить по всему периметру сада или оформить зону отдыха. Симметрично оформленные кусты будлей становятся одним из главных украшений сада с лета по осень. Дизайнеры стараются использовать яркие и сочные оттенки, тщательно подбирая сорта. Если решено высадить группой несколько кустов стандартного размера, то расстояние между ними в 2,5 метра будет достаточно, чтобы создать сплошную стену. У садовода есть много возможностей по сочетанию различных оттенков. Можно переплетать между собой темные фиолетовые цветы с нежно-розовыми или использовать в качестве главного акцента многоцветный сорт. При проявлении фантазии можно создать удивительный по красоте сад, используя описываемое растение в качестве главного акцента. Единственное, с чем придется столкнуться садоводу – необходимость постоянно сдерживать рост кустарника, либо можно купить сорта, которые не являются инвазивными. Они стали результатом кропотливой работы многих селекционеров и позволили иметь будлею на участке даже в тех странах, где она запрещена законом. Если вам понравилось видео про эту прекрасную сирень, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ну или дизлайк, и, конечно, оставляйте комментарий. До новых встреч!